В ресторане царила оживленная атмосфера, звон бокалов, смех, тихий джаз. За столиками пары и деловые партнеры, официанты спешили с блюдами. В углу сидела Анна Чайка в черном платье, ожидая мужа Стивена, который вышел позвонить. Для нее это был редкий вечер спокойствия и уюта. У входа стояли 4 охранников, не для защиты, а для запугивания. Их взгляды остановились на Анне. 2, смеясь, подошли к ней и начали грубо заигрывать. Она вежливо отказала, но мужчины уселись рядом и стали настойчивее. Один схватил ее за руку. Анна вырвалась и громко потребовала оставить ее в покое. Посетители переглядывались, но никто не решался вмешаться. Тогда в зале воцарилась тишина, вернулся Стивен. Его спокойный, холодный голос прозвучал угрожающе. «Вы подняли руку на мою жену». Охранники попытались сохранить браваду, но первый ударил, и его кулак оказался в железной хватке Стивена. Щелчок, крик, и мужчина уже валяется на полу. Второго Стивен встретил серией быстрых ударов. Тот рухнул на стол, пролив вино и посыпав осколки тарелок. Третий махнул стулом, но Стивен перехватил его и отбросил противника, разбив тому лицо. Толпа ахнула, телефоны взлетели, люди начали скандировать фамилию Чайки. Остался последний, молодой. Он дрожал, оправдывался, но Стивен шаг за шагом прижал его к бару. Короткий удар в живот, и тот захлебнулся воздухом. Стивен поднял его за ворот и рявкнул: «Извинись». Парень закричал, что был неправ. Его бросили в стойку, бутылки разлетелись. Зал взорвался аплодисментами и криками «Чайка». Но Стивен не искал славы. Он подошел к Анне, нежно коснулся ее лица. «Все кончено», — сказал он. Она расплакалась от облегчения, а он обнял ее, отгородив от шума и хаоса. Охранники лежали поверженные, униженные. Их власть рассыпалась вместе с осколками стекла. А история этой ночи вышла за стены ресторана, как расплата за злоупотребление силой.